Показываю в этом видео, как генерировать изображение в любом стиле, фотореалистичном, мультяшном, анимешном, со своим лицом на экране. Примеры, какие варианты мы можем генерировать. Давайте я покажу их более детальнее, более подробнее. Вы можете просто нажимать на паузу, если надо рассмотреть их. Даже, например, в стиле Лего выглядит, по-моему, прям очень круто. Стиль сейчас у нас популярный этот тренд Old Money, который называется. Просто посмотрите, насколько это круто выглядит. Давайте быстренько также пролистаем мужские образы. В принципе, неважно какие это мужские или женские образы, мы можем использовать одни и те же промпты. Просто здесь некоторые есть работы, которых не было в женских образах. Поэтому я быстренько пролистаю. Такой вариант тоже прикольный. Как это работает? Программка, я покажу в конце, как ее устанавливать. После того, как мы установили, у нас появляется вот такой вот ярлык. Мы его запускаем, и у нас открывается командная строка. Эту командную строку закрывать не нужно. Пока она работает, приложение работает. Все операции отображаются в ней. Вместе с командной строкой у нас открывается страница в браузере. Если страница в браузере не открылась, то когда командная строка открылась, у нас здесь внизу есть в самом конце вот такой вот адрес. Нужно просто перейти по нему. Нажимаем Ctrl, кликаем левый клик, и у нас открывается в браузере вот такое вот рабочее пространство. Я его максимально упростил. Все, что нам здесь нужно, это просто выбрать лицо, которое мы хотим копировать. Там себя сфотографировали, вставили. Далее картинку, с которой мы хотим копировать стиль. И промпт. Здесь промпт максимально простой, и моему промпту помогает вот эта вот картинка. Вот здесь вот есть чувствительность 0.40. 0.40 это значит 40%. Если выставить цифру 1, это 100%. Лицо мы копируем на 100%. Если мы чувствительность снизим, лицо может копироваться не так сильно, но у нас будет больше свободы творчества для нашей программы. В этом третьем блоке, где у нас зеленым помечено, первым мы можем выбрать модель, с которой у нас будет генерироваться картинка. У нас есть аниме модели, Cartoon, то есть типа Disney стиль, и Midjourney у нас папка у меня называется. Хоть она и называется реалистичные фото, это не важно, она у нас копирует даже мультяшные аниме, если вы используете вот этот блок копирования стиля. Например, написали, что там одна девушка, аниме стиль. Нажимаем Q-Prompt и ждем генерации изображения. И вот что у нас получилось. Можем щелкнуть 2 раза и открыть в таком окне. Можем сохранить изображение, но по умолчанию оно уже сохраняется в файловую систему, но мы можем просто сохранить себе куда-то еще в папку. Скопировали на 40% стиль с этой картинки, в принципе, без особого какого-то промпта. Дополнительно мы также можем использовать здесь улучшения, всякие лора, которые у нас здесь уже подключены. Нужно просто включить галочку. Мы можем добавить больше арт-стиля, можем какие-то больше фантастического стиля, можем добавить стиль Midjourney, можем Lego включить. Все вот эти вот лоры, чтобы понять, как они работают, два варианта. Либо вы можете вот так кликнуть и здесь показать Show Info. Также дополнительно можно узнать об этом, если мы нажмем кнопку модели. Здесь у нас в первой вкладке Checkpoint отображаются вот эти вот модели, которые я показывал. Мы вот здесь вот можем выбирать, на какой рисовать. Вот они у нас есть. Точно так же мы здесь можем кликнуть на модель, она сразу откроется сайт с ссылкой на эту модель, и мы можем смотреть здесь примеры. Сделаем так. Возьмем вот эту картинку. Открываем, нажимаем ее, и здесь справа отображается промпт, с которым была сгенерирована эта картинка. Нажимаем здесь копировать, переходим обратно в программу, вставляем этот промпт сюда. Можем выключить копирование стиля, если не хотим анимешно использовать, либо можем поправить чувствительность, насколько мы хотим. Вот что у нас получилось по этому промпту.
Если изображение у нас не слишком похоже на то, что мы хотели, в качестве референса мы можем прямо отсюда взять ее с любого сайта и перенести сюда. Переносим сюда, она загружается, можем обратно включить блок, выбрать чувствительность, насколько мы хотим копировать вот этот стиль. И все, и получить такое же изображение. На 40% мы копировали стиль, и получилось уже вот ближе схожесть вот к этому изображению. Можем чувствительность еще больше проставить, а можем что сделать? Можем еще включить больше арт-стиля добавить, ну и так далее и тому подобное. Можем вообще это все превратить в Lego, включив лору Lego. Далее, что у нас еще есть в этой схеме? Если посмотреть чуть ниже, у нас есть дополнительные блоки. Первый блок — это положение лица в кадре. Сейчас у нас всегда лицо генерируется по центру картинки. Мы можем выбрать другой размер изображения. Сейчас у нас такое вот горизонтальное стоит. Вот, мы можем сделать квадратное, вертикальное и так далее. Выбрать отсюда размер, но положение лица у нас будет всегда по центру. Мы можем это изменить, загрузив любую абсолютно фотографию, например, где мы находимся в кадре. Слева, внизу, где-то сверху, по центру, справа, неважно. Или здесь уже есть у меня для вас заготовленные варианты. Если мы будем листать, вот у нас есть там вариант где-то вот здесь, где-то вот здесь, для разных разрешений положения лица в кадре. Можем просто их использовать и все. Далее, в блоке внизу у нас еще есть вот такой блок «Помощь в создании промпта». Вы хотите что-то нарисовать, ну не знаете что. Вот мы можем, например, нажимаем «Включить этот блок». Здесь вот. Здесь подсказка есть, то есть что нужно делать. Просто, по сути, написать сюда пару слов на тему, которую вы хотите создать промпт. Вот я не знаю, вы хотите... Что вы хотите? Не знаю, Super Girl. Вот что-то связанное с Supergirl. Но если просто написать в промпт Supergirl, у нас получится что-то слабенькое. Вот мы пишем Supergirl, и вот здесь нажимаем правый клик, нажимаем Q-Select Output Nodes. И у нас запускается генерация именно промпта по вот этому слову. У нас теперь получается расширенный такой промпт, связанный с Supergirl. Supergirl, Face, Red Hair, Ultra Realistic и так далее, и так далее. Вот он добавил у нас какой-то интересный промпт. Мы берем, копируем этот промпт. Окей. Выключаем теперь обязательно этот блок перед тем, как будем запускать генерацию, иначе он у нас снова будет генерировать новый промпт. Промпт можно, кстати, так бесконечно нажимать новый, вот так запускать, и мы будем получать разные промпты. Вставляем сюда этот промпт, выключаем вот эту штуку и генерируем картинку просто по этому промпту. Что у нас получается? Вот, и у нас по этому промпту, который автоматически сгенерился, получается вот такая вот Supergirl с рыжими волосами и так далее и тому подобное. Мы можем в этом промпте просто взять и что-нибудь поменять и запустить генерацию снова. Но также мы можем комбинировать несколько вариантов. То есть мы можем как взять этот промпт, также мы можем добавить к этому промпту еще и копирование стиля. А в стиле у нас здесь получается вообще что-то железное, кибернетическое. Вот, допустим, сделаем чувствительность на 32%, да, допустим. Вот. Запускаем снова генерацию, и теперь у нас получается промпт вот этот Supergirl будет смешиваться вот с этой картинкой, откуда мы копируем стиль. Дополнительно мы также сюда, как я уже говорил, можем повключать еще лоры, и всегда будут разные результаты, если мы поменяем еще и модель. То есть сейчас у нас стоит реалистичная, поэтому картинки здесь получаются более реалистичные. Но мы копируем еще стиль отсюда, который такой, вроде реалистичный, фантастический. Но мы можем поменять стиль, например, там на вот такой вот, да, стиль. Или вот там аниме, я не знаю, давайте аниме стиль сделаем. Вот что у нас, кстати, получилось Supergirl, если мы копировали еще дополнительно вот этот стиль на 35%. Уже Supergirl, и здесь видно вот этот вот металл. Получилось, по-моему, очень даже круто. Эту картинку я сейчас вот так вот, открою OpenImage в отдельной вкладке. Пусть у нас здесь будет. Я потом покажу, что мы можем еще сделать с этой картинкой дальше. Что у нас здесь есть еще. Окей, так, вот это мы, кстати, закрываем. На этом сайте вы можете смотреть примеры для вдохновения, использовать даже эти промпты, изменять их. Вот. Возвращаемся, значит, сюда. Сейчас я что сделал? Я поменял модель генерации на аниме.
и снова запустил генерацию. У нас получается сейчас используется вот этот промпт, вот это копирование стиля отсюда, и при этом еще аниме-модель для генерации. То есть все смешано. И получается уже вот такая вот картинка. Вот. Можно генерировать бесконечно, можно сразу нажать много раз и запустить в очередь много генераций. А если мы запускаем в очередь много генераций, лучше включить вот эту вот штучку. Здесь вот нарисована такая картинка, открывается вот этот блок. И когда мы запускаем много генераций, все картинки будут отображаться вот в этом блоке. Мы можем каждую открывать, просто пролистывать стрелочками там, например, и сохранять те, которые нам нравятся. Но автоматически все картинки, кстати, сохраняются вот здесь. Если мы нажмем кнопочку Open Галерея, все, что мы сейчас генерировали на вот этой вот workflow, все здесь сохраняется. Все мы это можем здесь смотреть. Да. Все мы это можем здесь смотреть. И помимо этого мы видим настройки, которые были использованы для этого, и можем даже нажать кнопочку Load, и у нас загружаются автоматически сюда все настройки, которые были использованы для создания вот этой вот выбранной картинки. То есть автоматически поставится и картинка с лицом, и копирование стиля, и промпт. Нам по сути нужно будет там просто поменять, что мы хотим, например, лицо, и снова запустить генерацию. И все, и получим точно такую же картинку. Можем, кстати, получить точно такую же картинку, если зафиксируем seed. Но это я буду рассказывать еще в более подробном видео, потому что видео и так у меня уже затягивается. Окей. Так, и далее у нас в этой же схеме, внизу еще в этих дополнительных функциях, есть еще вот такой вот блок. Промпт по изображению. Включаем этот промпт. И сюда мы можем загрузить изображение, с которого мы хотим получить промпт. Вот мы, например, нашли, да, вот это вот изображение, там, где оно было, а я уже сайт закрыл. Ладно, давай, допустим, вот возьмем вот это же изображение. Можем прямо вот так вот его вставить сюда и нажимаем вот здесь вот правый клик, Output Select, вот это же вот самая кнопка, как и до этого нажимали, и запускаем. Запускается генерация промпта по этому изображению. Вот просто вы хотите получить вот такое же, но вот не знаете, как описать вот эту вот атмосферу, что здесь используется, вот эти красные волосы, все вот вручную писать. Программа автоматически генерирует промпт на основании этой картинки. Просто берете этот промпт, копируете, также выключаете этот блок, вставляете этот промпт вот сюда. Можем теперь выключить даже вот этот стиль, снова запустить генерацию, но мы забыли поменять модель. Кстати, мы можем отменить. Вот здесь вот есть кнопочка «Посмотреть очередь», нажимаем, и здесь можно отменить. Вот. Следующие, те, что стоят в очереди, они будут отображаться вот здесь. Вот. Поменяем, значит, на нашу модель. У вас здесь будет не так много моделей, у вас, по-моему, будет в моей сборке 2 модели, но я в других сборках могу сразу вам добавить и больше. Но вы можете их скачивать и сами себе в сборку, те, что вам нравятся. Я по умолчанию добавил самые хорошие варианты, и, как я уже сказал, вот эта модель может делать в любом стиле, если мы используем блок копирования стиля. Вот. Запустим еще в очередь, пусть генерируется, просто посмотрим, что получится. А я расскажу, что у нас здесь есть еще. Ниже у нас здесь есть все, что находится под капотом, скажем так, настройки. Здесь, если вы не разбираетесь, лучше ничего не трогать. Для тех, кто разбирается, те могут сюда спуститься, например, изменить количество шагов для генерации. Тогда можем здесь, кстати, подходит, например, даже 6. И там CFG 2. Сейчас я не буду рассказывать, что это значит для обычных пользователей, которые просто хотят генерировать. Вот то, что вверху есть блок, он вам подходит. Вот. Но вы тоже можете вот здесь вот изменить вот эти параметры. Вот эти вот значения будут генерировать намного быстрее. Но качество картинки мне нравится, когда стоят вот такие вот настройки. Поэтому я использую их. Окей. Что у нас, кстати, получилось? Получилась у нас вот такая вот картинка. По описанию промпта. Вот. Далее. Здесь также есть больше лор, которые можно подключать. Вот. Ну и тому подобное. Увеличение размера изображения и так далее. По поводу увеличения изображения я сейчас покажу отдельно. Есть у нас очень здесь крутая штука. Так, с этим workflow в принципе мы закончили, но покажу еще, что есть. Значит, можем нажать кнопку, вот эту вот папочку,
Здесь есть примеры генераций. Открываем. То, что я показывал в самом начале. Например, папочку main. Вот все примеры генерации, которые я показывал в самом начале, вы можете использовать для того, чтобы сделать точно такую же картинку. Например, вы можете открыть, я не знаю, любую картинку. Короче, вот, нажали. Здесь, правда, у меня схема уже чуть более сложнее, вот, но по сути это все то же самое, не отличается ничем. Вот, просто генерировал я эти картинки, когда у меня была вот такая более сложная схема. Если вы хотите просто получить точно такую же картинку, вот, кстати, если нажать кнопочку галерея, мы ее можем чуть более детально посмотреть, что за картинка. Если хотите получить точно такую же, здесь вам по сути все, что нужно, это просто вставить свое лицо, выбрать и загрузить свое лицо. Загрузили лицо, нажали кнопку генерации, и вот в этом блоке ниже получили свое изображение. Итак, абсолютно каждая вот girl есть, то же самое, выбрали любую картинку, получили точно такую же. Но они будут как бы в тот же самый стиль, все просто будет отличаться. Вот. Но можно зафиксировать seed, я, по-моему, уже говорил ранее, и получить прям точно такую же картинку со своим лицом. Далее, у нас есть еще вот такие вот workflow здесь. Открываем workflow. Есть у нас увеличение размера и качества. Значит, вот этот максимально простой блок сделан для того, чтобы увеличить качество и размер вашего изображения. Все максимально просто. Сюда мы загружаем картинку, сгенерированную или даже вашу настоящую фотографию. Здесь мы выбираем, во сколько раз хотим увеличить разрешение этой картинки. И все, и нажимаем кнопку Prompt. Вот я сохранял вот эту картинку. Вроде бы качество, картинка выглядит, прикольно, да? Качество хорошее. Мы ее берем. Можно прямо отсюда. Закидываем сюда. Хотим увеличить размер в 2 раза. Нажимаем кнопку Генерация. Дожидаемся генерации. И получаем вот такой вот результат. Вот в левом окне у нас оригинал загруженный, в правом улучшенное изображение, а посередине мы можем сравнить оба варианта. Если мы увеличим, мы увидим разницу. Вот первое было изображение, вот такое вот размытое, нечеткое. Если мы вот так проведем, просто мы видим, насколько большая разница. Насколько картинка стала четче, красивее, детализированнее. Все детали, волосы, детали, все стало намного лучше. И картинка стала в 2 раза больше размером. Вот здесь отображается новое ее разрешение. Вот, можем ее тоже себе так открыть. Вот это изображение было первое, вот уже улучшенное. Насколько она детализированнее. Можно увеличить качество и в большее количество раз. Вот это можно делать и с реалистичными фотографиями также. Например, мы можем взять эту вот фотографию, настоящую фотографию, да. Я запущу генерацию, пока показываю ее качество. Вот. Картинка маленького размера, всего 600 на 700. Если увеличить, мы видим, насколько здесь плохое качество этой фотографии. Хотя все примеры генерации, которые я показывал с этим лицом, были сделаны с вот этой картинкой. То есть достаточно хватило даже вот этого вот плохого качества. Но качество можно улучшить даже для обычных фотографий, супер плохих, маленьких разрешений. Мы сейчас сделаем в 2 раза, но можно сделать даже больше. Вот. И посмотрим на результат с реалистичной фотографией. Вот, у нас готов результат. Теперь смотрим разницу. Вот у нас что было. И вот насколько четкая картинка у нас, фотография получилась теперь. Увеличенная в размере в 2 раза. И насколько она теперь детализированней. Ниже на самом деле также есть и настройки под капотом, скажем так. Модели. Есть еще у нас другая модель для генераций. Вот. Я выбрал ту, которая нравится мне. Но если вы разбираетесь и не боитесь здесь ничего сломать,
Ну, даже если сломаете, ничего страшного, просто заново выберите здесь вот это вот workflow, и если вас просят сохранить, нажмите «Нет». Но я ставлю здесь замочек, который не разрешает перезаписывать его, поэтому навряд ли вы что-то сломаете. Вы можете просто менять настройки, чтобы экспериментировать. Вот, на самом деле самый главный блок настроек — это вот этот вот. Далее, у нас есть еще, у меня есть такой же workflow, но он позволяет не только увеличивать качество и разрешение картинки, но еще и менять ее стиль. Возьмем его. Все то же самое, но помимо увеличения качества картинки, ее разрешения, мы еще и меняем стиль. Ну, например, я возьму вот свою фотографию, да, и нажму запуск. По умолчанию я здесь настроил смену стиля на такой типа аниме, что-то мультяшный стиль. Вот, поэтому вы можете эти настройки поменять, если сами разберетесь. Вот, все это здесь опять-таки есть вот здесь вот. Здесь я даже создал специальную заметку, которая объясняет все настройки вот этого блока, за что они отвечают, чтобы поменять модель. Можно поменять на другую. Его можно по-разному. Можно делать намного ближе к оригиналу. Можно делать намного дальше от оригинала. Вот, в общем, получаем вот такое изображение. То, о чем я говорю. То есть копируется полностью ваша картинка, по сути, но меняется в такой анимешно-мультяшный стиль. И мы можем ее вот так вот сравнить. Вот что у нас получается. Оригинал у нас вообще супер мутный, плохой. А получается вот такая вот прикольная картинка. Мы то же самое можем делать уже сгенерированными. Например, то, что мы вот до этого, да, генерировали, вот эту, например, картинку. То же самое мы можем взять ее, ну, даже давайте возьмем для примера, загружаем в этот блок. Не обязательно даже увеличивать размер этой картинки. Мы можем здесь выставить единичку, и по сути мы, получается, не будем ни во сколько раз увеличивать разрешение этой картинки. Мы просто перегенерируем эту картинку, оставляем все вот эти детали и сделаем их вот в таком типа мультяшном стиле. Нажму на паузу. Вот, если в том случае у нас получился прям такой анимешный, в этом случае у нас не супер такой анимешный, но тоже интересные варианты. То есть вот у нас что было, и вот у нас что получается. Тоже такая детальная прорисовка получается, нарисованная как будто тоже интересный стиль, мне такой тоже нравится. То есть даже уже сгенерированное изображение, таким образом мы можем немножко даже еще дорисовать с помощью вот этого вот workflow. Можем нажать Install модель и устанавливать модели прямо отсюда. Но нам нужно писать здесь SDXL, потому что мы рисуем на моделях SDXL, а у нас отображаются здесь все абсолютно. Вот. И точно так же, нажимая на модель, мы можем перейти на сайт, посмотреть ее описание, примеры, которые были с ней сгенерированы. Вот. А можем нажать кнопку «Установить», и она установится у нас сразу вот сюда. Вот. После этого, если она не отображается здесь, то есть вот где мы должны выбирать модель, мы нажмем кнопочку Refresh, и она вот здесь появится то, что мы скачали. Можем выбрать ее и попробовать рисовать на ней. Как устанавливать эту программу? Чтобы установить это, на моем бусте по платной подписке я сделал специальную свою собственную программу, которая автоматически устанавливает ComfyUI, все необходимые зависимости, архив WinRAR, если у вас нету, Python, прописывает все патчи, то есть полностью настраивает систему под то, чтобы эта программа работала. Вот.
Так как иначе, если не использовать эту программу, вы можете посмотреть другие обзоры на YouTube о том, как устанавливается Comfy UI. Но там идет речь об установке только Comfy UI. А о том, чтобы установить все вот эти вот модули, и особенно мой workflow, где я вот сделал максимально простое для обычных пользователей, где не нужно разбираться, вам по сути нужно вот просто фотку загрузить, стиль и так далее. Тут даже есть, кстати, подсказочки, вот если открывать вот эти штучки, здесь есть дополнительные подсказки, чтобы вы не забыли, что это значит. Также есть поле с негативным промптом, но оно вам не особо нужно, но оно есть. Вот этого вы нигде не найдете, потому что это все я сделал сам. Также установить все вот эти вот модули дополнительные по улучшению качества и так далее. Это все отдельные видео, отдельные инструкции, и тут очень много нужно понимать. Поэтому для того, чтобы во всем этом не разбираться, я сделал специальную программу. Здесь также вот описание программы, что она делает, какие здесь workflow и так далее. Вот так вот выглядит программа. Сейчас я покажу подробнее, как через нее это все устанавливается, как это происходит. Написано системные требования, на которых я тестировал. То есть вот это рекомендуемые, это то, что у меня. Вот на этих системных требованиях все максимально хорошо летает, работает отлично. Вот. Но у меня есть старый ноутбук, на котором вот такие вот системные требования, и на нем я тоже тестировал. Обычный вариант Comfy UI вот со всеми этими генерациями на нем не работает, но я изменил код, добавил некоторые функции, даже специально в своей программе сделал дополнительные кнопки настроить для слабого ПК, которые изменяют эти файлы, так как я их настроил, и тогда можно генерировать даже на вот таком вот слабеньком, причем это я делал на ноутбуке. Если у вас компьютер с такими системными требованиями, то это будет лучше, чем ноутбук, потому что, естественно, на ноутбуке, например, даже та же самая карта 1060, естественно, намного слабее, чем на компьютере. Вот. Нужно, по сути, подписаться. Вот здесь вот внизу скачать вот эту вот мою программку. Без программки, если вдруг что-то с программкой не так, можно вручную скачать уже готовую сборку, и архив WinRAR здесь есть, и Python. В подробном видео я расскажу, как делать это вручную. В сборке тоже уже в принципе все настроено. Вот. Но через программу лучше, потому что она там еще все на автомате настроит, а со сборкой нужно еще руками поковыряться. Вот, поэтому вот скачиваем вот эту программу. Нужно запустить ее от имени администратора, и есть вероятность, что антивирус будет на нее ругаться, так как моя программка автоматически устанавливает всякие зависимости в систему для того, чтобы все это работало. Антивирус думает, что мы хотим сделать что-то плохое, но это не так. Программка, значит, выглядит вот таким образом. Это первое, выбрать версию сборки. Есть 25 гигабайт, 37 гигабайт и 67 гигабайт. Отличаются они чем? Простая версия, там в принципе есть уже все для того, чтобы генерировать изображения, фотографии со своим лицом. Также там есть улучшение качества изображения, которое я показывал. Единственное, что здесь нету, это то, что я показывал, генерация промпта по картинке и генерация промпта по словам. Когда мы используем пару слов, пишем, и он нам автоматически генерирует промпт, если мы не знаем, как красиво расписать этот промпт. Вот этих модулей здесь нет, они вырезаны. Вот, и вырезаны модели для рисования. Здесь оставлена самая базовая, и с этим вы, в принципе, можете все что угодно точно так же рисовать. Больше ничего не нужно. Вторая версия на 37 гигабайт отличается как раз тем, что там есть генерация по картинке, генерация по двум, там, с пару слов, одно слово, сколько угодно, чтобы разукрасить ваш промпт, чтобы он был более насыщенный. Есть эти модули. Вот. Ну, а третья версия отличается тем, что там чуть больше моделей для генерации, и здесь есть еще такая штука из картинки, просто добавлять немножко анимации. На самом деле видео зацикленное, просто здесь воспроизводится по одному разу. Вот, типа анимации, ветер там на волосы дует, можно также там песок анимировать, чтобы он сыпался. Очень круто это выглядит, ну, не на таких обычных картинках, а там, например, если картинка, где у вас там кораблик на воде, там нарисованный, допустим, его можно анимировать таким образом, что зацикленно этот корабль будет просто по волнам бесконечно вот так вот плыть и так далее. Вот. Просто вот эти вот модели, они очень много весят, поэтому
полная версия занимает так много мегабайт. Выбираем простую версию, нажимаем скачать архив, выбираем, куда мы хотим скачать, например, там папка загрузки, окей, заменить то, что у нас здесь есть, и начинается скачивание архива. Дождаться скачивания архива. После того, как архив скачался, вот здесь автоматически проставляется путь к скачанному архиву, и все, что вам остается, это нажать кнопку «Установить». Есть еще выбор диска, но я рекомендую устанавливать на диск C. Так как у меня там, в принципе, все было хорошо настроено для диска C, там точно будет все отдельно работать. Но, в принципе, можно и установить и на другой диск, который у вас есть. Есть моменты, когда очень много обращений идет к скачиванию архива, и тогда программа выдаст вот здесь вот сообщение о том, что очень много обращений к скачиванию этого файла, и вы можете скачать его вручную через браузер. И здесь будет ссылка. Эта ссылка будет автоматически скопирована в буфер обмена, либо ее можно скопировать вручную, но вообще она скопирована уже в буфер обмена. Вы просто открываете браузер, вставляете ссылку из буфера обмена, нажимаете «Вставить» просто в адресной строке «Перейти», и там нажимаете «Скачать». Вручную скачиваете архив и выбираете его здесь вручную. Вот так вот, простая версия архива. Выбрали, все. И то же самое нажимаем «Установить». Когда нажали «Установить», здесь пойдет, значит, установка. Написано, что там WinRAR, если он у вас есть. Кстати, если у вас WinRAR есть, советую вам его удалить, потому что если он находится по тому же пути, по которому должен установиться мой WinRAR, но возможен конфликт, как мой WinRAR работает с командной строкой, и там есть специальные параметры, которые указывают, как правильно распаковать этот архив и так далее. Мой WinRAR уже взломанный, вот, так что никаких проблем там не будет, не надо никаких ключей, ничего, все уже есть. Python, в принципе, если он определится, окей. Если у вас не та версия Python, то установится необходимая версия Python, если она вообще у вас есть. Если нет, то все на автомате установится, автоматически пропишет все пути. Так вот, после того, как все установилось, на рабочем столе у вас появится ярлык для запуска. Если вы нажмете вот эту кнопочку, программа сообщит, что окей, заменили там файлы, и поменяет вам ярлык на новый. Этот ярлык будет удален, если не удален, то все равно появится новый, там будет написано «Запуск для слабых компьютеров». Вот. Если у вас все нормально, точнее, если у вас ошибка при обычной версии возникает, то можно сделать слабые. Если нет, можно вернуться обратно в настройки для мощного ПК, опять файлы изменятся, все перестроится, и появится ярлык для того, чтобы запускать обычную версию для мощных компьютеров. И в принципе все, вот эта программка вам больше не нужна будет. Единственное, что через нее, я ее еще буду обновлять, можно будет скачивать обновления, новые сборки, еще другие версии сборок и так далее и тому подобное. И в принципе все, вы запускаете этот ярлык, открывается, значит, Conf.ui, который я вам показывал, и в нем мы творим креатив. В принципе все. Обзор моей программы закончен. Ссылки все я оставлю в описании. Ссылку еще на Instagram новый оставлю, который пока что пустой, но я буду заполнять его новыми генерациями. Также на Boosty после платной подписки последней версии вы автоматически будете добавлены в Telegram-канал для платных подписчиков. И в этом канале я буду публиковать новые обновления. В принципе, все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь там, ставьте лайки. Видео получилось долго, но что поделать. Быстрее не смог рассказать. Спасибо. До свидания. Еще один момент, я не помню, рассказал я или нет. Мы можем выключать лицо, можем выключать копирование стиля, и все, что у нас остается, это кнопка Prompt, Ilora и модель. То есть выбираем модель, например, там хотим рисовать в мультяшном стиле, Disney стиле или еще каком-то. Пишем промпт, который мы хотим, и можем добавить сюда лоры. Там больше арт-стиля хотим, больше фантастики, хотим лего, мультяшные или что-то еще. И запускаем генерацию. Таким образом мы генерируем картинки без лица, без копирования стиля. Просто можем генерировать картинки по промпту с использованием вот этих моделей и лор. Менять можем размер изображения,
Можем выключать автоматическое сохранение, нажав кнопку правый клик, bypass. Они не будут сохраняться все автоматически, нужно будет вручную сохранять. Вот, включу обратно. И можем также генерировать по промпту без лица, но включив копирование стиля. Таким образом, генерируем по промпту и копируем стиль. Выбираем, на сколько процентов хотим это делать. Вот теперь вроде бы все. Все, спасибо. А теперь точно пока.